Ростов-на-Дону на дне, кровавая битва за Крым, а также скандал в НАТО из-за поведения польского генерала. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. F-16 в работе. Почему американские генералы говорят о неизбежной потере Украины многоцелевых истребителей и какая миссия возложена на этот самолет сейчас? Летчик может управлять самой ракетой, ХАРМ перенацеливать, принимать решения на ее работу. Впервые за время Большой войны ВСУ отправили на дно подводную лодку «Ростов-на-Дону». Что известно о подготовке к освобождению Крыма? Украина будет вынуждена атаковать российские оборонительные рубежи, чтобы приблизиться к Крыму. Специальная закрытая зона на левобережье Херсонской области. Что происходит в 15-километровой полосе, которую создали российские оккупанты? Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Российские войска создали специальную закрытую 15-километровую зону на левобережной части Днепра. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. В этой зоне действует спецрежим. Попасть в эту зону могут только те, кто получил пропуски от оккупационных властей. Другим проезд запрещен, и это опасно для жизни. С 1 августа такие правила введены в Каховском районе Херсонской области. А уже с 1 сентября, по данным ЦНС, зона расширится и охватит все левобережье области. В Центре национального сопротивления говорят, что из этой зоны предварительно были депортированы местные жители. Причиной является передача информации местными о передвижении вражеской армии. Таким образом, оккупанты хотят избежать утечки существенных данных. Однако такие надежды напрасны, ведь большинство населения не подконтрольно Кремлю и ждет освобождения и делает все возможное, чтобы приблизить этот момент. ВСУ отправили на дно подводную лодку России «Ростов-на-Дону». Ту самую, по которой впервые был нанесен удар еще в сентябре прошлого года. На этот раз в Генштабе ВСУ говорят, что ракетные войска во взаимодействии с ВМС Украины повредили 4 пусковые установки ЗРК «Триумф» и успешно поразили подлодку, которая находилась в порту Севастополя. Ростов-на-Дону – подводная лодка, которая могла осуществлять ракетные удары по Украине. В эксплуатацию ее ввели лишь 10 лет назад. Осенью 23 года по лодке были первые прилеты. После оккупанты пытались ее спасти. Ремонтировали и уже даже провели первые испытания в акватории Черного моря. Однако теперь, по данным Генштаба ВСУ, подводная лодка стоимостью $300 миллионов стала одним из экспонатов подводного музея Черноморского флота РФ. Украине будет невероятно трудно вернуть Крым, даже несмотря на то, что по Черноморскому флоту был нанесен огромный удар. Об этом говорят источники издания Business Insider. Военные аналитики, которых опросили журналисты, говорят, что для освобождения полуострова украинским силам обороны понадобятся большие штурмовые силы, которые при этом должны быть готовы к тому, что война за Крым будет самой тяжелой. Но и до того, как задействовать военных в освобождении полуострова, Украине надо будет уничтожить возможности российской ПВО в Крыму, связь, Крымский мост, а также другое военное оборудование оккупационной армии. Business Insider пишет, что Россия имела время и возможность подготовиться к вероятной битве, а потому ВСУ могут столкнуться с минными полями, в целом с мощной линией обороны. Не имея возможности переправить крупные десантные силы по воздуху или воде, Украина будет вынуждена атаковать российские оборонительные рубежи, чтобы приблизиться к Крыму. Более того, если бы Россия потеряла контроль над Херсонской областью, она могла бы заминировать и сконцентрировать огневую мощь на несколько сухопутных подступах к Крыму, используя тактику, аналогичную той, которая остановила контрнаступление Украины в 2023 году. Business Insider также пишет, что нельзя считать Крым неприступной крепостью, ведь, как показывает история, полуостров всегда был уязвим. Помимо этого, сейчас украинские военные говорят о том, как на российские силы на юге Украины могут повлиять самолеты F-16. F-16, скорее всего, в первую очередь будут, если начнут работать по Крыму, они начнут работать ракетами ХАРМ или гарпунами. Гарпунами по кораблям, которые там еще где-то стоят в доках, типа ремонтируются, или остатки Черноморского флота, этих сопроводительных суден.
либо работать теми же «Хармами», но это против локаторов противника, против зенитно-ракетных комплексов и локаторов системы радиотехнических войск России, еще оставшихся на этих рубежах. Плюс «Хармы» могут работать по системам управления, по любому радиосигналу как таковому, доразведанному. И это F-16 как раз чем хорош в этом смысле, потому что летчик может управлять самой ракетой «Харм», перенацеливать, принимать решения на ее работу, ну, то есть намного функциональнее. Потому, я думаю, как раз идет подготовка к использованию F-16 как минимум по западному побережью Крыма. Заход со стороны моря возможен. Украина может потерять самолет или же самолеты F-16 в этой войне. Такое заявление в интервью украинскому изданию «Лига.нет» сделал полковник армии США в отставке, профессор военного колледжа армии Соединенных Штатов Роберт Гамильтон. F-16 – многоцелевой самолет. Благодаря ему можно сделать многое. Это и поддержка с воздуха войск на земле, помощь ПВО. Можно патрулировать небо, сбивать вражеские самолеты. Конечно, во время расчетов необходимо будет учесть возможности российского ПВО, наземной, и вражеских самолетов, дальность их работы. Украина неизбежно потеряет некоторые F-16. Это война. Тяжело представить, что ни один не собьют, но они принесут много пользы. Гамильтон также считает, что 2025 год станет решающим. Одна из сторон, по его мнению, будет иметь значительное преимущество, если сможет быстро восстановить свои военные силы. Для Украины, говорит Гамильтон, важно пополнить свои войска людьми, а вот в России значительные проблемы с техникой, в частности с танками и гаубицами. Все эти факторы повлияют на ситуацию на поле боя. Туареги, которые недавно разгромили вагнеровцев в Мали, сотрудничают с украинскими военными и перенимают опыт ВСУ. О том, какие связи сейчас у туарегов, пишет французская пресса. Оказывается, что им важен украинский опыт применения дронов на войне. Собственно, в этом и заключается основное сотрудничество. Тем не менее, восставшие туареги уточняют, что своими знаниями, опытом и информацией с ними делятся не только украинские войска, но еще и представители Франции и США. Напомню, что по данным повстанцев, благодаря спецоперации и засаде, в которую попали российские наемники, были уничтожены 84 человека из ЧВК «Вагнер» и 47 малийских солдат. Поведение одного из 8 польских генералов в структурах НАТО стало причиной громкого скандала. Срок его полномочий будет сокращен по просьбе союзников из штаб-квартиры Альянса. И причин как минимум 3, пишет польская пресса. Артур Якубчик, уверяют источники в Североатлантическом альянсе, нарушил процедуру во время конкурса на должность руководителя отдела разведывательной политики в Объединенном департаменте разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО. В частности, он, как член избирательной комиссии, отдал предпочтение одной из кандидаток из Польши. Помимо этого, поведение Якубчика называют гомофобным и расистским. Речь Посполита пишет, что поляки теряют свои посты в НАТО, и ситуация с Якубчиком далеко не первая неудача. В частности, по данным издания, представители Варшавы участвовали в конкурсах на должности так называемых технических замов Генсека НАТО, но не смогли никуда попасть. Эти примеры говорят о том, что несмотря на резкое увеличение бюджета Польши на оборону и рост значения нашей страны, которая является логистическим хабом в оказании помощи Украине, мы не можем трансформировать это в более сильные позиции поляков в союзных структурах. Возможно, это изменится после того, как 1 октября на посту генсека НАТО Йенса Столтенберга сменит Марк Рютте. Военная техника США и Румынии окажется на дорогах Молдовы. В этой стране в течение 17 дней будет повышенная военная активность. Граждан об этом предупреждают заблаговременно. Дело в том, что с 5 по 23 августа в стране состоятся многонациональные военные учения. В них будут участвовать и военные Молдовы. В Минобороны заявляют, что учения направлены на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости между военными 3 стран. Тем временем в Кишиневе уже отреагировали на публикацию в испанском издании «Эль Паís». Авторы публикации утверждали, что в Молдове обсуждают детали якобы плана властей реинтегрировать Приднестровский регион до 2038 года, по примеру Германии. План предполагает проведение референдума. Кроме того, российские войска должны покинуть Приднестровье. В парламенте же уточняют, что все не так просто, как пишет испанская пресса. В
Польше уверяют, что сейчас Варшава работает над тем, чтобы освободить белорусских политзаключенных, в том числе и Анджея Почобута, который уже несколько лет находится за решеткой в Беларуси. Такое заявление сделал нынешний глава МИД Польши Радослав Сикорский после недавнего масштабного обмена, в котором участвовали представители РФ, США, Беларуси и 4 европейских стран. В то же время бывший министр внутренних дел Польши Каминский уверяет, что журналиста Почобута Лукашенко готов был освободить, если бы Варшава выдала Минску политика и главу Народного антикризисного управления Павла Латушка. My podjęliśmy rozmowy, niejawne rozmowy z reżimem białoruskim. Мы вели тайные переговоры с белорусским режимом. Условие с их стороны было ясным. Выдайте нам Латушка, одного из белорусских оппозиционных иммигрантских активистов, который приехал жить в Польшу, которого белорусский режим заочно приговорил к нескольким годам тюрьмы. И мы вам на следующий день передадим Анджея Почобута. Очевидно, что мы не могли так вести переговоры. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.